Всем привет! Вот и пришла черная пятница. И так как я и хотел, как и намеревался, вот я купил микрофоны. Уже звук лучше, будут видео лучше. И GoPro 11. Рассмотрел я много обзоров. Был выбор 10, 11 или же 12. Но мне приглянулись 11 и 12. С той разницей в 100 евро между ними и 1 год. То есть 11 вышла в том году, в сентябре, 12 в этом году, в сентябре. Но разницы между ними практически как бы и нету. Ну, если посмотрите конкретные обзоры, их много обзоров есть на ютубе, в технологии, в специфике внутри, скажем так. Кое-что. Ну, единственное, что мне понравилось, в 12 уже есть здесь дырочка для подножки с резьбой, чтобы вставил, вкрутил, и очень как бы удобно. Здесь же нет, здесь остались классические такие вот ушки. Ну, в принципе, хватает. А всем остальном отлично, но 100 евро меньше. Вдаваться в технические характеристики я не буду. Сегодня только попробуем ее на мотоцикле. А так как этот мотоцикл имеет V-образный двигатель и, соответственно, у него большие вибрации. А попробовать прикрепить я его хочу раз на шлем сверху. Посмотрим в разных режимах, в разном раскрытии картинки. 2 на таком кронштейне на руле. Ну и 3 вот здесь на раме. Здесь на раме, на решетке. Здесь самая большая вибрация. Я ставил простую камеру без антишока этого. Капец. Ну никак оно не шло, вибрировало и плавало. Что ж, будем пробовать. Сразу мы ее прикрепим на шлем. Вот так вот. Вот. Хотел показать такую прикольную фишку здесь. Так, для езды на мотоцикле вообще очень удобно, так как камера сейчас на шлеме. Выставить ее, куда ты смотришь, куда смотрит камера, ну как бы надо останавливаться, снимать, смотреть. Но здесь есть такое вот приложение на телефоне Quix. И все. То есть я сейчас головой поворачиваю головой. И на телефоне все отображается. Видите, поднял выше камеру. И можно выставить площадь обзора. Очень удобно. Ладно, сейчас поедем, посмотрим. Так, пробуем с самым большим обзором. Включается, но картинка не показывается под этой записи. Ладно. Я ее только вчера и купил, еще не поюзал. Ну, посмотрим. Включил линейную блокировку горизонта. То есть сейчас как бы я не крутил головой, вот я сейчас ее махаю прям головой, так аж ложу ее. А горизонт остается ровненький. Ладно, проедем, посмотрим.
перекручиваем на руль. Так, здесь у меня крепление такое сам придумал. Импровизированное, но надежное. Надеюсь, что надежно. Сейчас попробуем с рулем. Потому что на руле так само присутствуют вибрации, как видите. Потому что мотор, я же говорю, V-образный, как типа Harley Davidson. У него тоже такой вот мотор. То есть там вибрации идут конкретные. Если бы линейный, в ряд, отлично. У меня был Kawasaki рядный мотор, то там вообще вибраций не было. Можно было ставить любую камеру, какую-то Panasonic, Sony. У меня есть нормальная камера, сюда ставишь, она ехала. С этими же нельзя. Ну, попробуем. Так, пробуем с рулем. То есть на руле. Не полный экран, я не супер этот полный экран поставил, а такой меньше, потому что там эффект рулевого глаза сильно большой. Поехали посмотрим. Так, сейчас попробуем с выравниванием горизонта. Так, переставляем на раму, на решетку. Посмотрим. Потому что здесь, так, не видно было, я ехал, прямо вибрировало, вот так вот трясла. Кронштейн это трясся. Но уже будут ли вибрации, что камера сделала с этими вибрациями. Посмотрим на монтаже. Как это и как оно работает. Так, сейчас здесь, здесь на решетке, потому что так как она, эта клетка прикреплена напрямую к раме, мотор тоже там, и мотор к раме, то вибрации здесь конкретные. В общем, сейчас будем посмотреть, как оно. Пробуем. Так, начинаем с широкого экрана.
крепление китайское. Я ему даю газу, а оно с вибрациями. Назад ложится камера. Отдыхать. И зажимать нереально, потому что здесь гайка, она без не сквозная. И то есть не дает зажать до конца. Значит, не будем, да? Потом на монтаже в любом случае будет видно, трясет или не трясет. Если что, я ее модифицирую и оставлю здесь, если это будет нормально. Еще заодно забыл сказать, есть такая нагрудная у меня еще. Крепление для камеры. Сейчас посмотрим еще на нем, как оно будет. Что и как. Вот такое. Вот такое вот. О. Попробуем. Но сейчас перед этим снимем хорошую панораму. Так, пробую на полный экран с развертыванием. Заодно и проверим режим шума, ветра. Сейчас автоматически стоит. Так, ставим на чуть поменьше расширение. Так, будет ли разница, посмотрим уже при монтаже. Ну и удерживание горизонта. В принципе, я эти все режимы вот такие вот, потому что ставлю их, потому что мне очень важны они. Там есть куча других, есть и всякие настройки мануальные, можно и ручную настроить
цвета всякие. Ну, я еще до этого не дошел, может быть, потом уже в будущем тоже начну это все делать. А пока я делаю вот эти, потому что на мотоцикле важно удерживать горизонты, чтобы не было этого антишока, ну и картинка, потому что где-то едешь по горам или же возле моря, ну, чтобы было видно картинку. А потом уже будем смотреть, как оно дальше будет. Ладно, сейчас попробуем этот удерживание горизонта. В общем, с удерживанием горизонта, наверное, будет на мотоцикле не очень, потому что маленькая картинка сильно узкая. Вот так вот держит и все. А вот этот, наверное, самый оптимальный. Попробуем еще раз его. Я уже еду домой. Преимущество мотоцикла — трафик. Это был вот такой обзор не технический, не по характеристикам, а практический обзор видеокамеры, экшн камеры GoPro 11. В общем, мое мнение, свою работу оно делает для этого, она для такого вот экшн ситуаций, для таких она и предназначена. Маленькая, 150 грамм, она весит такая, увесистая, тяжеловатая. Но на каске я ее не чувствовал. То есть нормально едешь и хорошо. Ну, само собой, и крепление GoPro, оно надежно, не такое китайская какашка. И, в общем, хорошая вещь для путешествий. Тем более для мотопутешествий, куда можно и на каску поставить, сбоку на каску, увидеть хорошие панорамы. В машине такого не увидишь, надо останавливаться. Ну или с окна уже тоже не то. Так как я много езжу на мотоцикле по Сардинии, выезжали на континент, и, ну, на континентальную Италию. Собираюсь потом еще, сейчас такая ситуация в мире, что не очень стабильно. Собирались где-то на Балканские страны поехать с женой. И, в общем, камера там будет очень полезной вещью. А тем более, если летом, точнее, когда летом начнется море, подводная съемка, до 10 метров ее можно в водичку пихать. Ну, 10 метров кто там будет нырять? У меня акваланг, там 2-3 метра, там максимум 4. И интересные места посмотрим. Здесь очень красивые пляжи на Сардинии. И будем ехать и смотреть все эти красивые места. И над водой, и в горах, и под водой. И может и на рыбалочку какую-то там пригодится камера. Ну, а вы подписывайтесь, ставьте лайк и пишите комментарии. Понравился ли вам обзор вообще? Понравилась ли камера? Ну ладно, на камеру там тысячи обзоров есть на просторах Ютуба. И ну, до следующих встреч. Следующее видео на следующей неделе. Окей. Пока.